Дорогие друзья, подписчики и новые зрители моего канала, я рад вас видеть у себя в гостях. Кто меня не знает, позвольте представиться. Меня зовут Борсук Олег Михайлович, я проживаю в Республике Адыгея в городе Майкоп. И, ребята, в этом ролике, да, как вы уже знаете, поговорим о том, какие же я делаю задвижки в своих барбекю. И именно сейчас я расскажу вам, какую задвижку я буду делать у себя на своем собственном мангале. И давайте сразу покажу вам, что для этого понадобится. Для этого понадобится нам вот такой листик железа. Ну, где-то он у меня 2 миллиметра толщиной. Ну, замеряешь 2, но говорят тройка. Ну, это как обычно у нас. Затем, что нам еще понадобится? Вот такие перчатки обязательно надо иметь. Если у вас нет вот таких перчаток, то собрать такую задвижку у вас вряд ли получится. Да. Так что весь секрет в перчатках. Еще вам потребуется вот такой вот пруточек и какая-нибудь трубка. Я по диаметру не нашел подходящего. У меня, вот видите, чуть небольшой люфтик есть. Приступаем к просмотру. Погнали. Небольшая лекция о том, какую же трубу собирать для мангала до 1,10 м. То есть портал шириной 1,10 м, сечение трубы должно быть 27 на 27 сантиметров. Если у вас сечение портала уже 1,20 м, то вам надо сечение трубы увеличивать на пол кирпича. То есть пол кирпича расширяем вправо или влево. То есть вот так, а не вот так. Вот так остается у нас 27 сантиметров, вот так уже 38 сантиметров. И, ребята, вы часто очень задаете один и тот же вопрос, ну, некоторые, да, новички, почему же 27 на 27? Ведь кирпич же у нас 25 сантиметров. И сейчас вот именно про размеры трубы. Смотрите, друзья, труба чаще всего вот в шестерик называется, 6 кирпичей на один ряд идет. И размеры ее по наружной стороне получается 51 сантиметр на 51 сантиметр. Так вот, почему же внутри получается 27 на 27 сантиметров, а не 25 на 25 сантиметров? Теперь смотрим. Кирпич у нас 25 сантиметров. И плюс швы по 1 сантиметру. Вот, друзья, именно поэтому и получается, что внутреннее сечение 27 сантиметров на 27 сантиметров. У кого-то тонкие швы вертикальные получаются. Тогда сечение получается 26 на 26 сантиметров. Ну, друзья, вот хочу вам показать. Значит, тонкие швы навряд ли у вас получится меньше. Потому что вот так, когда кирпич лежит, да, вот 2 тычка и 1 ложок. Швы у нас получается по 1 сантиметру. Вот, это видно. А когда лежат 2 ложка, ну вот это ложок, называется вот это ложок, тычок. Вот это называется постель. Ну, это для тех, кто не знает. Значит, это вот вертикальный шов. Вы видите, насколько вот тоньше он. Ну, вот здесь нагляднее покажу. Вот, по сравнению с этими. То есть, почему это происходит? Потому что кирпичи у нас инженеры рассчитывают от балды, ну, или от своей какой-то константы. Я не знаю почему, но вот у нас 2 тычка, если поставить вот так кирпичи, вот. Сейчас вот так вот поставим. Давайте вот так. И вот так. То у нас будет, вот смотрите, что у нас тут получается. Вот такая вот дырища получается. То есть, видите, ну не совсем, да, красиво. Такой шов немножко красивее, чем вот такой. Здесь даже я не знаю сколько. 1,5, ну, блин, вот, смотрите, сколько. 1,8 почти сантиметра, друзья. Ну, почему они так делают, хрен его знает. Ну, не знаю я. Из-за этого вот и проблемы у печников
каменщиков и возникают. Особенно при раскладке от пилястры, когда выполняют кладку. Или обрамление на окнах делают. Или там в кирпич столбики выкладываются. Получается, что вертикальный шов делают потоньше. Ну вот в этой части, да. Раз сделали поуже. А потом следующие ряды вот так собирают. Вот. И бац, а у них вот здесь вообще, видите, какой вот узенький шовчик получается. То есть вообще никак. И заказчик или клиент, естественно, он будет недоволен. Скажет, почему здесь такие швы у вас, а вот здесь вот такого шва нету. Начинаешь делать здесь шов нормальный. И здесь получается у нас вот такие вот швыщи, которые тоже не устраивают. Это все претензии к заводам-производителям. Ну, а именно конкретно к тем, кто делает вот такие формы. И как они рассчитывают их, я вообще не знаю. Это темный лес. В общем, ребята, по трубе вы поняли. Это самое идеальное сечение трубы, которое удовлетворяет практически до метра любой мангал или камин. Вот такое сделайте, вот так будет работать. Теперь смотрите по задвижке. Задвижку я делаю, видите, вот она у меня меньше сечения самой трубы. То есть по полсантиметра с каждой стороны у меня зазор. Значит, этот люфт позволяет нам свободно вращаться задвижки в данном сечении трубы. То есть нигде не будет цепляться. И то, что вот этот зазор, поверьте мне, он работать не будет. Вообще не будет. То есть не будет он вытягивать воздух или наоборот засасывать. Будет намертво все перекрыто. Но люфт обязательно надо делать, чтобы задвижка свободно открывалась, закрывалась, не цеплялась. Иначе, представляете, вы потом раз открываете, а она зажалась в вкладке и все. И вам только придется разбирать трубу, чтобы ее вытащить. Поэтому, друзья, полсантиметра с каждой стороны делаем люфт. Вот такая вот небольшая лекция. Я думаю, была кому-то полезна. Пишите, что вы думаете по поводу трубы в комментариях. Что бы вы хотели услышать еще. И вообще, какие швы делаете вы в трубах. И какое сечение трубы предпочитаете делать лично вы. Все, друзья. Жду ваших комментариев. Так, вырезал я две закладные. Теперь мне надо будет вырезать два кусочка трубки. Трубки вырезаем, если у нас кирпич 12 сантиметров, то вырезаем где-то сантиметров по 8, чтобы она не выпирала вот сюда, вот снаружи, а была закрыта кирпичной кладкой, ну или там раствор. И, скорее всего, придется выпиливать небольшие канавки в кирпичах. Но именно те, которые сверху будут становиться. Поэтому не делайте трубки по 12 сантиметров. Вот 10-8 сантиметров. Я буду делать по 8 сантиметров. Все, трубки вырезал. Теперь их можно будет приваривать. И закладные будут готовы. Значит, друзья, я уже определился. Задвижка будет у меня открываться, закрываться внутри самой трубы. То есть приварю цепочку, и будет цепочка у меня вот здесь вот открывать, закрывать. Поэтому штырек я вырезаю так, чтобы он у меня не выступал за пределы кирпичной кладки. Ну вот так где-то сделаю. Сейчас померяю и точно вам скажу, какая длина будет у меня штыря. Это 49, 48. Вот 48 сантиметров будет штырек у меня длиной. В общем, друзья, теперь задача такая, чтобы вот этот штырь, к нему будет приварена сама задвижка.
И чтобы этот штырь зафиксирован был в самих закладных. Ну, что я имею в виду? Чтобы задвижка у нас не ходила вот так вот туда-сюда вместе со штырем в этих закладных. То есть, что мне надо сделать? Мне надо будет сюда что-то наварить, чтобы штырек четко зафиксирован был в этих трубках. Ни туда, ни сюда не болтался. Значит, либо с торцов будет все работать, либо с одной из задвижек, из трубок я навариваю здесь что-нибудь и с этой стороны. Ну, или вот здесь и вот здесь. И таким образом одна из закладных будет держать всю задвижку четко на одном месте. То есть задвижка не будет вот так ерзать туда-сюда. Скорее всего, я просто сюда приварю кусочек арматурки, как я уже делал несколько раз. И все. Цепочку отпустил, раз, перевернулась. Все. Здесь у меня будет упор для вертикального открытия и упор для горизонтального положения. Все. Теперь приступаю к сварке.
друзья, покрасил задвижку. Все, вот она высохла. Это уже день второй. Вот так выглядит покрашенная задвижечка. Все. Краска термостойкая. Все, что было в баллончике, как раз хватило на то, чтобы покрасить задвижку. И вот я заехал в магазин ХБМ. У нас в Майкопе самая большая база. Именно даже 2 магазина ХБМ. И там я вот купил вот такую цепочку из нержавейки. Вот, метр кусочек. И карабинчик. Тоже из нержавейки. Ну, были там из алюминия или какого-то сплава непонятного. Ну, я вот выбрал понадежнее из нержавеечки. Так, и сейчас пристегнем. Все. И мне, прежде чем установить задвижку, надо сделать проем в кровле. И, кстати, друзья, проем в кровле — это отдельный видеоролик. В нем я расскажу, как я размечаю дырку, как правильно сделать. В общем, это тема следующего уже видеоролика. Сейчас я все это подготавливаю, ставлю задвижку, и через секунду увидимся снова на экране. И наверху показываю, как я ее установил. Все очень просто. Сейчас закладные вот сюда закладываю, там, где будет кирпич опираться. В кирпиче я вырезы сделаю, такие пазы. Поставлю вот так сверху. И все. Останется только проследить, чтобы раствор не выдавился и не зажал вот эту задвижку. Вот так вот она открыта будет. И сама вот так вот закрывается. Грузик, друзья, рассчитывайте так, чтобы цепочка не была тяжелее грузика. А то цепочка будет вот так висеть, и грузик не сможет закрыться.
Ну что, друзья, задвижка установлена. Первый ряд дымохода, даже уже второй ряд дымохода сформирован. Следующий ролик как раз будет про возведение дымохода. Но это уже другая серия. А сейчас вы посмотрели. Ставим лайки, да, подписываемся на канал, кто еще не подписался. И пишите в комментариях, что вы думаете по поводу установки именно задвижки в таком расположении, да, именно с таким функционалом открывания. То есть, вы знаете, классическое это открывание снаружи поворотным барашком. И вот нестандартное решение, но оно тоже существует, это не изобретение, это уже давно до нас сделали. Открываться внутри мангала. Цепочка из нержавейки, как я уже говорил, задвижка самопальная, значит, удобно очень, если у вас дымосборник вышел за пределы кровли, такое бывает, да, очень часто. У меня подписчики, заказчики спрашивают: Михалыч, у нас потолок 2 метра, потолок 2 метра, что делать? Как быть с задвижкой? Вот для таких моментов как раз вот такое идеальное решение. Ну что, все, друзья. И кто говорит, что это пустячная работа, да, работа каменщика и печника, я думаю, что, скорее всего, ты, дружок, ни разу кирпичей в жизни своей не ложил и мастерка в руках не держал. Вообще, я считаю, что любая работа, любая физическая работа, все, что делается руками, очень тяжело, друзья. Поэтому уважайте друг друга, уважайте другие профессии. Относитесь друг к другу с добром, с теплом. Вот такое мое напутствие, да, друзья. Так что жду ваших комментариев. Да, и вы, наверное, заметили, что всю кладку выше дымосборника я выполняю на цементно-песчаный раствор. Да, друзья, никакой глины я на облицовку не использую. Этим пользуются печники. Они делают печки, печки нагреваются, расширяются. У меня весь наружный контур холодный. Он не взаимодействует с огнеупорной кладкой. Поэтому облицовка щелевым кирпичом на цемент или на белый кладочный раствор. И также весь дымоход на цемент с песком. Можно 1 к 3, 1 к 4. Все, ребята, до новых встреч на моем канале Пламя. Спасибо, что смотрите мой канал. Спасибо, что лайки ставите, что дизлайки ставите, что пишете комментарии. И подписывайтесь активнее, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать, какие ролики вышли еще на канале Пламя у Михалыча. Все, всем здоровья, успехов, пока.